Перед началом обзора хочу сказать, что вы можете выиграть этот смартфон. У нас проходит на канале конкурс, условия очень простые, оставлю их в описании, участвуйте и выигрывайте. Xiaomi Redmi Note 5. Обзор нового хита, наверное, потому что в последнее время любой смартфон от Xiaomi становится таковым, если мы говорим о серии Redmi. Но мне очень интересно будет сравнить этот гаджет с Redmi Note 3 Pro, прошлым бестселлером, так как хит это одно, а бестселлер другое. Так что в этом обзоре это обязательно сделаем. И учтите, этим смартфоном я пользовался, то есть отложил свой OnePlus 5T, перенес все сюда приложения и, друзья, этот смартфон мне никто не выслал, это не инженерная какая-то там версия, я его купил за свои деньги в Китае и, по сути говоря, мне без разницы, какой гаджет вы будете покупать. Моя задача подробно вам все рассказать, то есть, знаете, поделиться опытом использования и, самое главное, недостатками этого гаджета. Обзор будет достаточно долгий, потому что к Note 5 я подошел так конкретно. Так что извините за это, оставлю внизу интерактивное меню, чтобы вам было удобнее передвигаться по этому длинному видосу. При распаковке этого смартфона я был немного разочарован. Все дело в том, что на презентации Xiaomi всем говорили, наш бюджетный смартфон лучше, чем ваш iPhone за $1000. Но сегодня я откладываю все эмоции и постараюсь аргументированно подойти к этому обзору, забывая навешенную лапшу на презентации. Заранее скажу, результатом тестов я доволен, но у Redmi Note 5 недостатки тоже есть, и о них вам обязательно нужно узнать. Кстати, если вы хотите видеть все технические данные этого смартфона, заходите на сайт Синтетики, там также есть самые низкие цены на него и скоро появятся отзывы. Ну и выставляйте уведомления о цене, если вам интересно приобрести этот смартфон из Китая. Так, по внешнему виду, что здесь сказать? Здесь нечего говорить, потому что эта сторона похожа на iPhone 10. Это лицевая часть Xiaomi Redmi 5 Plus. И мне кажется, китайцам давным-давно пора отказаться копировать и клонировать кого-то. Они уже, в принципе, выросли до того уровня, когда они могут производить что-то свое. Да и, в принципе, копирование, как показывает история, она ограничивает твое развитие. Диагональ IPS-матрицы у нас 5,99 дюймов, и за эти дни использования я остался ей доволен. И учитывайте то, что до этого я пользовался AMOLED-дисплеем в смартфоне за $500. Инверсии в Note 5 особо я не заметил, только немного удивило отличие баланса белого с тем же дисплеем в Redmi 5 Plus, но в повседневном использовании это не критично. Хотя печально, что рандом Xiaomi остается. По органам управления вот такая вот картина. 3.5 джек снизу. Кстати, в Redmi 5 Plus он сверху. Внешний динамик в Note 5 тоже снизу, а сверху у нас находится очень важный для многих инфракрасный порт. Сбоку же регулировка громкости с кнопкой питания. С другой же стороны слот под 2 сим-карты или одну SIM и одну карточку памяти. Ну не забывайте, что здесь нет Type-C, только micro-USB, и мне было неудобно, так как все мои девайсы дома уже оснащены необходимым, как на 2018 год, Type-C. И вот что еще скажу. По сравнению с Redmi 5 Plus, в Redmi Note 5 будет немного меньше пластика сверху и снизу. Все же типа высший класс. Да, в Meizu за эту цену вообще пластика нет, все цельнометаллическое. Кстати, по поводу выпирающей айфоновской камеры сбоку. Смотрите, что вас ждет, если вы положите смартфон на стол. Так, безопасность. Сканер и Face Unlock, которым, в принципе, хвалились Xiaomi на презентации. Друзья, по поводу сканера ничего не буду говорить, он находится сзади, и я немного, знаете, так предвзято отношусь к сканеру сзади. Мне больше нравится, когда он спереди и сбоку. А вот Face Unlock полный шлак. Не знаю, вот на момент записи этого видео я просто его отключил, потому что это просто он ужаснейше работает. Во-первых, нужны идеальные условия освещения. Во-вторых, оденете капюшон или шапку, все, забудьте о Face Unlock. Он у меня срабатывал 3 раза из 10 попыток. Вот так вот все печально с прошивкой. И раз мы уже говорим про прошивку, то скажу, что я в шоке от Xiaomi. Ну, уже ж в Индии выпустили смартфон с этим процессором. Уже ж прошло больше месяца, а все глючит. Графика глючит, приложения некоторые вылетают. Нажимаешь на YouTube, а у тебя вдруг запускается Chrome, и он вообще в другом месте находится. А вот буквально вчера он занес номер моей супруги в блок-лист, хотя я этого не делал 100%. Я мучаюсь, если честно. Конечно, когда я перешел с OnePlus 5T на MIUI, я заново увидел для себя многие фишки, за которыми я, наверное, скучал. Особенно мне понравились новые вот эти вот темочки со свайпами. Кнопочка назад, все приложения или кнопочка домой, очень удобно. Но вот эти вот глюки, вот это вот
графика, которая иногда подвисает, меня просто выводит из себя. Я не могу сказать, что я сейчас наслаждаюсь Xiaomi Redmi Note 5. Конечно, пройдет 3-6 месяцев, и все станет на свои места. Xiaomi адаптирует прошивку, но на момент записи этого видео пока что вот все очень печально. И не удивляйтесь, что у меня все сейчас на английском языке. Через несколько недель выходит глобальная версия, и именно ее я вам советую брать. У нас на сайте Синтетики есть кнопочка Global, фильтрует смартфоны только с глобальной версией. Почему лучше взять именно ее? Да там прошивка с русским с коробки, евровилка сразу же, ну и не надо, как мы сейчас, ждать 15 дней на разблокировку загрузчика, потом накатывать кастом или глобалку, там все сразу же с коробки. Так, автономность. Здесь у нас 4000 мАч, и в общем это очень хорошо. И я сейчас просто вам расскажу свою историю использования этого смартфона в повседневной жизни. Сутки я этот смартфон тестировал, и он с 7 утра до 12 ночи продержался достойно. В итоге за этот день я где-то 1,5 часа играл в игры, часа 2 просматривал видео на ютубе или проводил с этими видеотесты. Потом минимум 40 минут по городу катался с включенным GPS-навигатором, снимал, ясное дело, немного видео, фото делал достаточно много, ну и постоянно лазил в смартфоне, устанавливал что-то и тому подобное. Как вы понимаете, нагружал его очень конкретно, и в итоге у меня оказалось 7 часов работы экрана, и при этом еще было 22% заряда. В другой день у меня было утром где-то 55% заряда, и я его не сильно нагружал, но использовал как основной смартфон с 2 сим-картами, и при этом только к 8 часам вечера он попросился у меня на зарядку. По поводу быстрой зарядки. Если вы возьмете оригинальный зарядник, то вы получите всего лишь 25% за полчаса, и это говорит о том, что Xiaomi отказывается класть в коробку блок питания, который поддерживает Quick Charge, потому что, как и в Redmi 5 Plus, в Note 5 быстрая зарядка есть. Сейчас вы можете видеть этот замечательный значок. Это происходит, когда вы заряжаете зарядником от Mi 6, и у меня получилось 34% за полчаса. Честно, не могу понять китайцев. Это же стоит всего пару баксов, и все будут довольны. Но хочу отметить, что 636 Snapdragon где-то на 10% прожорливее, чем 625, который стоит в Xiaomi Redmi 5 Plus, но при этом всем он процентов на 10-15 экономичнее, чем 650 Snapdragon, который стоит и стоял в Xiaomi Redmi Note 3 Pro. Тесты автономности показали вот такие вот результаты, как вы видите. Все приблизительно похоже, и думаю, в повседневных задачах вы не увидите особой разницы. Хотя стоит отметить, что новые процессоры в любом случае будут лучше. Допустим, проигрывая видео на YouTube, Redmi Note 3 Pro съел аж 10% за полчаса. Redmi Note 5 6%. То есть в каких-то случаях новые смартфоны будут лучше. И думаю, в итоге это и дает 10-15% прироста автономности за сутки использования. Процессор. Вот это я ставил напоследок. И знаете, я сейчас делаю достаточно громкое заявление, потому что Xiaomi Redmi Note 3 Pro и Xiaomi Redmi Note 5. Казалось бы, здесь 636 Snapdragon, там старый процессор. Но вот я особой разницы в скорости работы их не заметил. Да, очень важную роль отыгрывает 4 ГБ оперативки, ускоряет процесс. Очень важную роль отыгрывает DDR4X, это новое поколение оперативной памяти, тоже она добавляет. Но, опять-таки, если вы используете смартфон повседневно, и, допустим, у вас на Redmi Note 3 Pro было бы 4 ГБ, и здесь было бы 4 ГБ, точно такая же память DDR4X, то, я думаю, разницу вы вообще не заметили. Конечно, меня сейчас гики заклюют, да здесь 14 нанометров, да там другой техпроцессор и так далее. Antutu они набирают, этот лучше. Друзья, это все синтетика, 90% людей используют смартфон по назначению, социальные сети, видео, какие-то игры. И здесь я не думаю, что вы будете видеть глобальную разницу. Разница будет из оперативной памяти новой, да, из-за 4 гигов, которые здесь предлагается уже. А так особо вы не почувствуете ничего. И давайте я это вам обосную. Я использовал смартфон повседневно, и он на самом деле шустрый, даже учитывая все лаги прошивки. Те же игры устанавливались очень быстро, и по сути я мог держать много задач в памяти, и они всегда были мне доступны. Ну и конечно, важную роль в этом всем отыгрывает новая память DDR4X, и в моем экземпляре 4 ГБ оперативки. Вот вам тесты скорости запуска вот этих приложений. Redmi Note 5 с 4 гигами,
Redmi Note 3 Pro с 3 гигами оперативки и Redmi 5 Plus с 3 гигами и тоже DDR3. Однозначно, ускорение есть, и именно в этом выигрывает новые процессоры с новой оперативной памятью. Хотя, когда я использовал этот смартфон в машине, то есть у меня был запущен GPS-навигатор, была запущена музыка, еще на светофоре я хотел посмотреть какую-то информацию, в этот момент процессор, видно, не справлялся, хотя, возможно, и вот адаптация прошивки сыграла здесь злую шутку. Но учтите, до этого я использовал OnePlus 5T с флагманским процессором с 6 гигами оперативной памяти, поэтому для меня, может быть, показалось, что он немного лагает. Хотя при этом всем люди, которые используют бюджетные смартфоны, перейдя на этот смартфон, почувствуют разницу, и реально он будет шустрый для 90% пользователей Xiaomi Redmi Note 5. Ну и чтобы вы полностью были довольны, вот вам сравнение Mi A1 на 625-м снэпе с 4 гигами на Android One, Redmi Note 5 и Mi Note 3, который на 660-м снэпе с 6 гигами оперативки. Скажу вам так, адаптация прошивки решает все. Когда у меня был Mi Note 3, видно было, что он очень-очень сырой. Так, и по поводу игр. Допустим, игру World of Tanks на максимальных настройках с тенями этот смартфон тянет. Но FPS, знаете, где-то 40-55. 60 я не заметил. Хотя этому может способствовать прошивка MIUI, которая, наверное, только через полгода станет адекватной. Однако помню, что Mi Note 3 на 660-м снэпе, который опять-таки тоже был очень сырой, сразу же показывал 55-60 FPS. Так что по поводу игры в танки могу сказать, что видеоускоритель Adreno 509 что-то вот, знаете, среднее между 506 и 512, который стоит в 660-м снэпе. И, в общем, он показывает достаточно хорошие результаты. Также я поиграл в PUBG, тот, что сейчас стал популярен. И не поверите, но выставив высокие настройки, я смог играть без проблем. FPS, конечно, невысокое было, минимальные лаги есть, но несколько часов я с удовольствием провел в эту игру, используя, ясно дело, Xiaomi Redmi Note 5. Так, и про звук. Кто-то мне в комментариях написал, что здесь есть кодек aptX, который улучшает воспроизведение музыки через Bluetooth. Друзья, я не знаю, где вы это услышали, от какого обзорщика, это бред, потому что на официальном Xiaomi сайте в разделе характеристики нету никакой информации об aptX. Об этом бы писали, поверьте. Да и я подключил Meizu EP52 сюда, который поддерживает этот кодек, и они не так хорошо звучат, как на том же OnePlus 5T, в котором этот кодек есть. И в машине с моим новым Bluetooth передатчиком, который поддерживает aptX, разница сразу же была заметна с тем же OnePlus 5T. Но все равно, думаю, что для этой цены Redmi Note 5 нормально передает звук через Bluetooth. Привыкнуть быстро можно, хотя некоторые частоты явно обрезаются. Если вы будете использовать проводные наушники, честно, как по мне, звук хороший. Но если покопаться в эквалайзере, то, думаю, вы найдете для себя хорошее звучание. Сравнивал, кстати, его с Redmi Note 3 Pro, там звук явно хуже. Так что прогресс налицо, но помните, что Xiaomi очень часто урезает звук программно в какой-то прошивке. И где-то он может быть хороший, где-то плохой. Об этом мы говорили в другом обзоре. Так, камера. Вот это, наверное, самое интересное в этом смартфоне. И знаете, я изначально был ей разочарован, потому что на презентациях Xiaomi очень часто сравнивает свои смартфоны с айфоном, говорит, что они лучше, но когда я покупаю их гаджеты, потом сравниваю бок о бок, то оказывается все совершенно по-другому. Китайцы могут нас обманывать, такие они люди, к сожалению. Но что самое интересное, этот смартфон, в принципе, в одном параметре, если так можно правильно сказать, опережает, хотя бы на уровне OnePlus 5T. Камера, в общем, хорошая. Вот если вы будете делать снимки для Инстаграма или просто для своей истории, однозначно эта камера тянет на смартфон, который стоит $180-220. Тем более, что здесь есть боке, который мы сейчас тоже сравним. Достаточно хороший HDR режим в основной камере. В общем, камера в Redmi Note выросла. Вот вам простое сравнение с тем же Redmi Note 3 Pro. И здесь мне нечего сказать. Можно увидеть, что за 2 года мы сдвинулись с мертвой точки. И согласитесь, как бы все очень красиво звучит. Камера хорошая до тех пор, пока ты ее не сравниваешь с конкурентами. И в отношении камеры я очень придирчив, друзья. Так что давайте сравним бок о бок разные смартфоны в этом ценовом диапазоне.
И скажу вам сразу же, здесь у Xiaomi Redmi Note 5 небольшие проблемки. Первая локация, и здесь без кропа у всех все достаточно хорошо, но вот Mi A1 уходит в желтый. Однако это я за ним очень часто замечаю. Хотя сразу же скажу, что в Meizu ставили тот же сенсор, что и сейчас в Redmi Note 5. Или Sony IMX362. Там тоже есть небольшой рандомчик. Ладно, делаем кроп. И что там Xiaomi говорила про сравнение с айфоном? То, что я вижу сейчас, Xiaomi в принципе даже не дотягивает до того же Meizu M6 Note. Хотя по балансу белого мне больше понравился именно Redmi Note 5. Ну, короче, как-то так. Хотя Xiaomi явно двигается вперед. Но при этом всем, мне кажется, линзы они ставят не самые лучшие. Окей, уходим в сторону, и здесь, в принципе, все то же самое. О, да, обратите внимание на ISO и другие данные. Meizu и Mi A1 здесь хороши. Так, теперь очень плохое освещение. Напомню, что на презентации Xiaomi говорили, что именно при плохом освещении у вас будут выходить отменные фото. Ладно, кроп, ну, здесь у всех все плохо. Так что не надейтесь сделать хорошие снимки при плохом освещении, если вы купите тот же Xiaomi за 200 баксов. Да и на практике я свою двухмесячную дочку вообще не мог сфотографировать при плохом комнатном освещении. Все было замылено. Так, теперь про бокей. Давайте сразу же сравнение. И обратите внимание, что в Meizu немного другой подход к бокей, и вы захватите немного больше. Кстати, в Redmi Note 5 вторая камера, которая вспомогательная 5 мегапикселей. Это фронтальная камера Xiaomi Redmi Note 4X. Вот так вот компания Xiaomi экономит на нас. Но делаем кроп, и должен сказать, у всех есть ошибки. Для меня боке даже в дорогих смартфонах это хорошая игрушка для Инстаграма или чисто для себя сделать фото на память. И из-за того, что это все электронное, ошибки у всех будут, и это однозначно. Но в принципе можно сказать спасибо Xiaomi, что в серию Redmi они теперь поместили эту полезную функцию для Инстаграма. И теперь давайте поговорим о фронтальной камере, и я хочу отметить 3 важных пункта. Во-первых, здесь есть вспышка, но она, знаете, так, есть, нету, ну и да ладно. Второе, это HDR режим. Третье, это электронное размытие заднего фона. И вы знаете, эта комбинация, в общем-то, делает очень привлекательным смартфон Xiaomi Redmi Note 5 для любителей вот так вот себя сфотографировать. HDR-режим, в общем, мне понравился. Он не агрессивный, но зачастую помогал вытянуть фон, который не было видно. И думаю, этой функцией вы будете очень часто пользоваться. Блюр, в принципе, тоже хорош, но он часто ошибается. Видно, что это электронное размытие, и иногда это неестественно. Однако все эти фишки, которые я перечислил, добавляют вес этому смартфону, и это приятно. И вот вам сравнение с Meizu M6 Note и даже с OnePlus 5T. Хочу напомнить, что Meizu тоже показывал очень хорошие результаты. Делаем кроп, и видно, что Xiaomi немного уступает. Но все равно я могу назвать этот смартфон селфи-фоном. Ведь он спокойно перебивает качество фото фронталки на том же Mi 5, Mi A1 и так далее. Так, и теперь электронная стабилизация. Друзья, если вам честно сказать, здесь я был реально удивлен, так что смотрите сами тесты. Да, друзья, а это у нас сравнение Xiaomi Mi 5S со стабилизацией. Моя ходьба, тоже я иду из темноты, чтобы вы могли увидеть, как работает экспозиция. Ну и ясное дело, вы слышите, как работает у нас запись звука. Давайте фокусировочка. Опа. И пройдемся сюда. Вы видите работу стабилизации. И давайте прыжки. Да, друзья, и главное сравнение с OnePlus 5T. Я стараюсь держать ровно эти два смартфона, для того, чтобы вы могли увидеть, как работает стабилизация. Давайте чуть-чуть попрыгаем. Я сейчас не вижу ничего на экране, потому что, по сути говоря, ну-ка давайте боковое движение и скачок боковой. Здесь очень часто ошибаются электронные стабы. Я сейчас не вижу ничего. Ясное дело, кстати, вы не вижу, потому что обработка идет пост при том, когда сохраняется картинка. И я сейчас специально возле трассы нахожусь, чтобы вы могли слышать посторонние шумы, да и вообще просто как записывается звук в этих двух смартфонах. Еще раз напомню, что Redmi Note 5 в 2 раза дешевле, чем OnePlus 5T.
Хорошо, теперь итог. И здесь я буду очень суров по отношению к Note 5. Все дело в том, что Xiaomi позиционирует Redmi и Redmi Note как сбалансированный смартфон. За небольшие деньги вы получаете хорошее железо, приемлемую камеру, хорошую автономность. И вот если бы Redmi Note 5 версии 3.32 стоил бы 170, 175, 180 долларов, версия 4.64 была бы в районе 200-210 долларов, а 6.64 240, ну максимум 250 баксов, то, наверное, к этому смартфону у меня не было бы претензий. Если дороже, то вопросы есть. Почему я так думаю? Да вот берем мы с вами Mi A1 4,64 гигабайта, и он стоит сейчас от 180 долларов. А там цельнометаллический корпус, тоже боке, качество основной камеры на том же уровне, есть Type-C, Android One, хотя фронтальная камера без фишек. Да и в принципе вы скажете, проц там 625, он слабее. Но моя мысль в том, что 625 Snapdragon уже достаточно старый, он больше 1,5 лет на рынке. То есть его место сейчас занимает 636. 625 дешевеет, соответственно, так как он устарел, а 636 занимает его место в этой же ценовой нише. В принципе, то же самое и по поводу памяти DDR4, и по поводу даже внутреннего накопителя. Я думаю, вы, в принципе, понимаете мою мысль. Да и сейчас 4,64 гигабайта уже стали равны 3,32 год тому назад. В принципе, это, думаю, всем уже стало ясно. Так что, как по мне, Redmi Note 5 хорош. Вот только бы ему цену ниже, потому что сейчас просят 250 долларов за 4,64. Ясное дело, им нужно оптимизировать прошивку, и если так подумать, то это на самом деле мультимедийный смартфон. Он игровой, с хорошей автономностью, дисплей достаточно хороший и большой, приемлемая камера. Конечно же, она не лучшая за свои деньги. Но в этом смартфоне все упирается реально в цену. Друзья, я жду ваши мысли в комментариях, что вы думаете по поводу этого гаджета. Спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Выбирайте смартфон с холодной, трезвой головой. Еще раз благодарю, еще раз извиняюсь за то, что так все долго, но я решил во всем подробно разобраться. Думаю, что многим этот обзор поможет с выбором. С вас палец вверх, если вы досмотрели до конца, ставьте плюс 10. Ставьте плюс 10, тогда я знаю, что вы досмотрели до конца. Все, друзья, покедово.